Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить связать вам вот такие пинетки. Данные пинетки туфельки вяжутся спицами и вяжутся на 2 спицах. Техника вязания очень простая. С такими пинетками справятся даже новички. Данную модель пинеток можно украсить вот таким цветочком. Мастер-класс, как вязать такие цветочки, у меня есть на канале. Я оставлю ссылку тоже на вязание вот такого цветочка. Или можно украсить ленточкой. Вот так. Бантик из лент. Как вам больше нравится, так их можете и украсить. И данная модель пинеток вот получается на 9 сантиметров. Да, она подойдет на ножку 9 сантиметров. Вот такие пинеточки мы сегодня с вами свяжем. Для этих пинеток я буду использовать детскую акриловую пряжу в 50 граммах 180 метров. И спицы буду использовать номер 3 миллиметра. Набираем на спицы 16 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Так, первую кромочную я снимаю вот так. И далее все петли буду провязывать лицевыми. Так как данные пинетки мы будем вязать платочной вязкой. Довязываем до конца. И последнюю кромочную тоже провязываю лицевой. Разворачиваю вязание. Кромочную снимаю. И снова все петли вяжу лицевыми. Довязываем до конца. Вот. Разворачиваем вязание. Снимаем кромочную и вяжем лицевыми петлями. То есть вяжем платочной вязкой. И вот платочной вязкой я уже провязала полотно. Показываю, оно получается на 17 сантиметров. И теперь буду закрывать петли. Первую петлю снимаю, далее провязываю лицевой, и вот сейчас покажу ближе. Первую петлю перебрасываю через вторую, снова провязали, и вот первую петлю перебросили через вторую. И вот так закрываем все петли. И теперь вот данное полотно слаживаем пополам, вот так, и будем сшивать боковую часть пинетки. Сшивать будем
Захватываем за петелечки вот с одной стороны, за одну петелечку. И за вторую петелечку вот со второй стороны. И вот так будем сшивать данную пинетку. И вот так продолжаем сшивать до низу. Сшиваем вот до вот этих пор. И вот сшили мы до конца ряда. Теперь выворачиваем наизнанку и будем продолжать сшивать с изнаночной стороны. Теперь нам нужно сделать закругление с одной стороны и со второй стороны. Для этого мы вот протянем ниточку 1, 2, 3, 4, 5 петелек. Вот. Протянули ниточку. И с другой стороны тоже 5 петель. Так, слаживаем пополам. Вот 1, 2, 3, 4 и вот 5. И теперь эти 5 петелек вот так стягиваем. Еще раз так проходим ниточкой для закрепления. И продолжаем дальше сшивать. Если хотите, можно здесь сделать узелок. Ну, я не буду делать. Можно еще раз прошить для надежности. Ну, я сшиваю дальше вот так. С одной стороны и со второй стороны за петелечки. И вот так подтягиваем ниточку. И вот мы дошили вот до носика. И здесь тоже будем, вот осталось 1, 2, 3, 4, 5. И с этой стороны тоже 5 петелечек. И теперь захватываем вот за вот эти петелечки. Так по кругу. Так. И вот прошлись мы по всем петелечкам. И теперь тоже вот так стягиваем. Снова проходим в середину. Вот так. И здесь уже делаем узелочек. Вот так отрезаем нить и выворачиваем наше вязание вот на лицевую сторону. И вот смотрим, что с лицевой стороны у нас все шовчики красивые, они незаметные. Вот так теперь выворачиваем снова наизнанку. Там, где вот у нас шов
Это у нас со стороны пяточки, а с этой стороны у нас будет носочек. И вот там, где у нас будет носочек, ну, вот где-то до 2 сантиметров за петелечки я беру иголку с ниткой, захватываю вот за верхние петелечки. И так протягиваем нить с одной стороны и параллельно вот потом перейдем на другую сторону. Вот так протягиваем все ниточки через все петелечки. И вот мы протянули ниточку с одной и со второй стороны. Теперь их так подтягиваем и завязываем на узелки. Вот так разровняли. Выворачиваем пинеточку на лицевую сторону. Так, все ниточки нам нужно спрятать. И вот такой кругленький красивый носик получается. И сейчас вот я одену на манекен данную пинетку. И смотрите, как она красиво смотрится. Вот такие красивые пинетки, которые вяжутся очень легко, мы сегодня с вами связали. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!